Приветик всем, меня зовут Елена, и вы на моем канале. Сегодня у нас по запросу телезрителя покажу, как я срезаю кутикулу бочоночком. Делаю это не часто, но тем не менее очень даже люблю эту технику. И хоть у девушки и кутикула не налипшая, но тем не менее срез кутикулы прекрасненько получается. Я не уверена, что у меня получится объяснить, что именно я делаю. Но, блин, постараюсь серьезно. Этот дизайн мы делали, кстати, вместе с вами. На канале есть это видео. Оставлю ссылочку на это видео. Дизайн прекрасненький. Девушки сделали кучу комплиментов. Всем очень понравился такой яркий, интересный дизайн. Так вот, почему-то на этой клиентке модели у меня отслойки. Не знаю почему. И в этот раз она вернулась не как обычно через 3 недели, она вернулась через 4. И, конечно, ноготочки ее сильно пострадали. Я ищу выходы, способы, как упростить этой девушке жизнь. Все еще нахожусь в поиске. Кстати, эту фрезу я уже 200 раз показывала. К сожалению, как сказать, доставки в Германию этой фрезы уже нету. Я успела купить только 4 штуки. В последнее время пользуюсь только ими. Мне очень нравится эта фреза. Она керамическая, черненькая. Ну, мне цвет не важен, но тем не менее. И зеленой насечкой. Просто шикарно снимает материал. Я ее обожаю. И мне посоветовали купить в каком-то другом магазине. Но проблема в том, что я боюсь, придет что-то совсем другое, совсем не то. И показываю, как я срезаю вот этим бочоночком кутикулу. Аккуратненько сначала намечаю. Вы же видите, где кутикула заканчивается, а где она там уже, ну, как говорится, мертвая кожа. Сначала намечаем это все именно слева направо. А потом уже, когда кутикула срезалась и отлетела, просто почищаем птеригии. Покажу еще раз. Прям заезжаем на кутикулу. И прям видно, где она вот отделяется, вот этот кусочек, прям прижимаем к ногтевой пластине. Сильно упираться торцом не советую, можно сделать пропил, а аккуратненько, тихонечко, и она срезается и улетает. Просто где вот кутикула такая тоненькая, я, в принципе, этим способом не пользуюсь, она прекрасненько бы и шариком слетела. Но раз меня просили, я решила на этой клиентке снять таким способом. Просто заезжая на кутикулу, именно вот слева направо, сначала мы ее припечатываем именно к ногтевой пластине. И вот то, что беленькое у нас показалось, вот то прекрасненько и снимается. Легкими движениями где-то снимаю я это на 10 тысяч оборотов, срезая кутикулу именно на маленьких оборотах. Она прекрасненько притаптывается и вообще хорошо отлетает. На слишком такой жирной мясистой кутикулы у меня не получается. Хотя вот эту Урина на бок, этот способ посмотрела, она, в принципе, срезает этим способом любую кутикулу. Но мне легче срезать ножничком, чем мучиться таким способом. И потом уже я почищаю другой фрезой, пулька, срезаю и почищаю птеригии уже больше, глубже. Сначала это делаю с середины и левую сторону, и потом уже переключаю аппарат и почищаю другую сторону. И еще можно, естественно, зашлифовать, или не можно, а нужно это шариком, или можно сделать это шлифовщиком. И все. Способ этот очень удобный, потому что, допустим, почему я перешла на этот способ или часто им пользуюсь, потому что все-таки ножнички в Германии легче купить новые, чем отдать на заточку, потому что дорого они стоят. И вот такой способ реально экономит заточку. Реже нужно отправлять, потому что ими не пользуюсь, этими ножничками. Очень удобный способ. Тут я пытаюсь убрать боковые стороны, чтобы их потом положить полигелем. И на этой клиентке у меня отслойки. Как бы я ни старалась, пока у меня ничего не получается. И подсмотрела, что у нее более-менее носится полигель от фирмы Color Your Nails. И вот в этот раз я нанесу и просмотрю в следующий раз, правда ли, что от полигеля все-таки зависит носкость. Они же бывают разные. И вот мне самое интересно, когда она вернется, сколько же целых пальчиков у нее останется. И после того, как я прошла пилочкой, я уже зашлифовала шариком кутикулу. Наношу здесь гель, базу, которую мне посоветовали у меня в группе в Telegram. Ссылочка у меня есть под видео.
базу от Aurum. Мне она очень понравилась. Хотела купить еще и сразу оптом, но она у них не в наличии, и очень даже жаль. Заколебалась смотреть каждый день в наличии или нет. Поэтому пока я пользуюсь базой от Uno с AliExpress. Она тоже очень хорошая. И наношу этот полигель. Он хоть и жидковатенький, но тем не менее липнет очень даже мало. И я научилась им работать. Как я работаю со всеми полигелем, у меня тоже есть видео. Ссылочку постараюсь оставить под видео. И оформляю ноготок этим полигелем. Он слегка такой жидковатый, течет, но тем не менее, если хорошо смачивать кисточку, прекрасненько можно работать. И естественно, потом я буду укорачивать ноготок. Я его оставила специально, чтобы открыть потом толщину и вырезать свой ноготок. Прекрасный полигель, даже уверена, что куплю его еще. У меня просто еще дофига осталось. И, кстати, я в последнее время пытаюсь не пользоваться тоненькой кисточкой. Все-таки опыт уже как-то есть. Подношу гель-лак уже без тонкой кисточки, но поняла, что никакого времени я никуда не экономлю. То, что я аккуратненько этой толстой кисточкой из тюбика пытаюсь поднести ближе к кутикуле, и то же самое время у меня уходит. Просто тоненькой кисточкой получается намного быстрее и намного аккуратнее, чем все-таки кисточка из флакона. И тут девушка показала мне дизайн с моей палитры. Я решила это все усложнить. Такими покупала топы. Они будут у меня в распаковке чуть попозже. Топы от Beauty Luxe, по-моему. Что-то мало этих серебряных штучек. Я их пыталась как-то больше вытащить из баночки, и ничего не получилось. Ну да ладно, что-то сверкает, и этого я и хотела. И теперь мы будем делать стемпинг и реверсивный стемпинг бабочку. И вот тут я чуть-чуть прокололась. Все сделала, все просушила. И какого-то фигаля я полезла туда пальцем, не знаю. И всю бабочку снесла нафиг. И какая-то бабочка у нас была именно, пейхтигап, блин. Она вообще у нас не получалась. Мы раза 3 ее переделывали. По-моему, где-то я недавно делала как раз видео с этим дизайном. И вот клиентка выбрала этот дизайн. И уже, по-моему, 4-я бабочка у меня реально получилась. Наконец-то мы уже думали, ну все, девушка уйдет без дизайна, потому что, блин, все время что-то не то было у нас. Пошло что-то не так. Хоть и ноготочки маленькие, но тем не менее всегда для ноготочка подобрать по размеру бабочку. И, кстати, в этот раз можно было делать не реверсивный стемпинг, а именно заполнить бабочку кошечкой. И вот такой у нас вариант маникюра получился. Спасибо за просмотр. Спасибо за ваши лайки и поддержку. Не забудьте оставить комментарий, подписаться на мой канал. А мы увидимся в следующем видео. До скорых встреч. Пока.